Раз, два, три. Раз, два, три, проверка связи. Как слышно? Здравствуйте всем, добрый вечер. Эх, добрый вечер всем, здравствуйте. Вот это я. Это я такой, вот это вот я, да, вот это вот я. Кужлевка. Ударение на ё, потому что по русскому языку ударение всегда на ё. Но здесь только надо было летающую тарелку, надо буквой е поднять. Здравствуйте всем, добрый вечер. Короче, объясняю. Игрушка выйдет завтра. Игра выходит за... Здравствуйте, Гермес, давайте всем поздравим. Пиплин, здравствуйте, Флаффи, Гастер, всем здравствуйте, Странный, Виталик, всем здравствуйте, да. Настенька еще была, но, видимо, куда-то убежала. Василька, кстати, пришел. Здравствуйте, Василий, не ожидал. Вы смогли, молодцы. Итак, игрушка выходит завтра. Игра выходит официально завтра в Стиме, в EGS, еще будет в ВК Лайфе выходить. Но пока там какие-то некоторые проблемы, но она обязательно выйдет. Она будет немного стоить, ну как немного, нормально будет стоить, в общем. Поэтому, да, зайцы должны подойти. Поэтому, кому игра понравилась, кто не хочет спойлеров, вот смотрите, кто не хочет спойлеров, не смотрите игру, если будете играть сами. Потому что, ну мало ли, сейчас будем спойлерить, много спойлеров будет, будем смотреть игру. И кто не хочет испортить первое впечатление о игре, поэтому не надо смотреть. А кто не хочет не испортить, кто хочет посмотреть, приятно провести вечерочек, тот, конечно же, оставайтесь лайки, да, не забываем лайки ставить. Лайки не забываем ставить. Игрушечка от разработчиков наших, между прочим, российских. Наших российских разработчиков и русских. Вот, поэтому ссылочка в описании. Callback называется. Callback разработчик, издатель Crytivo. Вот такой вот у нас разработчик. Вот что танки не сможет посмотреть, возможно, да. Спойлеров боятся бояру не смотреть. Чё это? Я вообще никогда не спойлерю. Блин, для меня самого игра это спойлер. Короче, вот, ссылочки в описании добавил. Кому интересно, залетайте на сайт разработчика. Там сейчас, кстати, проходит в группе ВКонтакте проходит у них розыгрыш колючика и вкусняшек всяких, мяска, так сказать, к пенному. И в Steam прикрепил ссылочку, кому интересно. Добавляйте в виш-лист, обязательно покупайте игру, советуйте друзьям. Так скажем, поддержим отечественного разработчика, и пусть наш геймдев будет на высоте, так сказать. Нам нужны, ну типа вот это от Атомика, вот это вот всего, но я что-то как-то в Атомик, если честно, особо не играл. Вот так вот. Че, я думаю, давайте начнем, наверное, да? Что-то и нет немножечко подлагивает. Ну, бывает, конечно же, это вечер, это же все пришли, подключились. Фокусы там какие-то показывают, Гастер. Ладно, показывайте фокусы. Собственно, такая вот игрушечка. Версия 30404-1642. Там, кстати, уже я уже видел в Ютубе. Уже много появилось обзоров на эту, собственно, игру. Поэтому, кому интересно, посмотрите обзорчик интересный. Black UEFA, кстати, уже игру, оказывается, прошел. Это, кто не знает, это Black Silver Артурчик, с которым, собственно, Дмитрий играют часто в фазмофобию, в коопы и все такое. Ничего, давайте без спама, пожалуйста. Давайте не спамить смайлами, накажу всех нафиг. Не надо только все это удалять, но без смайлов. Без спама, пожалуйста. Потому что спам, фу, не люблю. Сейчас будет полэкрана. Если будете мне полэкрана сейчас загораживать смайлами, я отключу чат, чтобы он не отображался на экране. Потому что он и вам будет мешать. Но мне-то он не мешает, он будет мешать, собственно, вам. Поэтому как-то вот так, собственно. Так-то, конечно, можно. Главное, чтобы не вот это вот на пол экрана все не вылазило и не мешало другим смотреть, собственно, игру. В общем, поехали. Отключаемся. Да, вот это вырубаем. Поехали. Вот, собственно, игрушечка. Новая игра. Я запускал ее уже, я переустановил, чтобы заново начать. Я графику там порылся. Поехали, собственно. Кужлевка. Я предупреждал насчет спойлеров. Насчет спойлеров предупреждал, поэтому... Кто не хочет спойлеров, убегайте. Летающая тарелочка. Тут, кстати, есть музыка. Все события, герои и локация этой истории представляют собой фантастический вымысел и не претендуют на историческую достоверность. Комарды... Ясно. И запомните, это не трубка. Такая картинка была в Forgotten Hill в каком-то из частей. Межпланетный
Поезд, короче. Осмотреться. Окей. Ха, здорово! Здорово, скелетос! Привет! В пилотке. Фу-фу-фу, вот это вот не надо. Нам тут нас же дети смотрят. Фу-фу-фу. Что это такое? Ну, рассказывай. Ты куда? А рассказать что-нибудь? Нет? Странно. Ну, я лежу. Я мужик, судя по всему. Как самочувствие, Потихонченков? Потихонченков? У меня все в порядке. Фамилия у меня Потихончиков, вот и живу потихонечку. Ну я не подыхаю, вряд ли я подыхаю, я просто лежу, отдыхаю. Стук, приятный стук колес поезда. Тыдых. Что за идиотский вопрос? Мы не будем дерзить, зачем? Это медсестра, возможно, она спасла нам жизнь. Что за идиотский вопрос? Я не чувствую ног уже 47 лет. Нет, я вот фамилия у меня Потихончиков, вот и живу потихонечку. Хорошо, что у тебя чувство юмора Да. сохранилось. С войны с чувством юмора обычно не возвращаются. То есть мы военные, Хотя окей. с твоим сроком службы можешь сказать своему снайперу спасибо, что он тебя вроде как до первой отправки в бой вытащил. Попробуй-ка встать. Посмотрим на твое общее состояние. Да, сейчас. Как слышно? Как слышно героев, как слышно игру? Рассказывайте. Если громко сделаю потише, если не громко сделаю погромче. Рассказывайте, как слышно. Обратная связь. Быстро в чате мне модеры написали, как слышно. Так, у меня пуля в позвоночнике. Какое тебе общее состояние? У меня пуля... Ну, это варианты дерзкие. Зачем? Мы добрый молодой человек. Сейчас только вспомню, как это делается. Окей. Вряд ли диалоги что-то решают в данный момент, но тем не менее. Так, я встал, ну, вот окей. видишь, и вспоминать нечего, стоит только захотеть. У тебя в гимнастерочке конверт не раскрытый лежал. Я на столике оставила. Захочешь, погляди. Конечно, погляжу. Надо будет чего? Я в соседнем вагоне. С ребятами посижу. Окей, хорошо. А ты кто? Ты скелет, медсестра? Или это воспоминания у чувака? Так, ходить окей. Поднять, собственно, Е. Добавлю новую запись. Джей, хорошо. Так, а где? Новая запись. А где запись? Санитарный вагон, на котором Михалыча с фронта везли, снится ему часто. Еще до первой отправки в бой снайперской пулей сразили. Детали персонажей меняются, а конец всегда одинаковый. Так, то есть мы едем с войны, судя по всему. Ой, а что? Нет, не надо. Это все же, да? Окей. Escape. Это что? А можно вертеть? А можно вертеть? А как вертеть? Как вращать? А так она не вращается, оно вверх-вниз ходит, а не вращает. А это двигать. Вращать правой кнопкой, ёпрст. Ой, как неудобно. Так, ничего не написано. Ну, это... Кто-то пьяный лежит. Кто-то устал. То есть кто-то ел хлеб, сыр, возможно, и устал. Окей. Мышка тут вообще нужна? Вот как это работает. Етить, колотить. А можно как-то вернуть мне управление мышкой? Или я что-то не то нажал? Безымянная записка. Как человек не только долгие годы упорно сопротивляющийся системе, но и немало от нее претерпевший. Сейчас я с горечью осознаю, что реставрация капитализма в этой стране будет проходить по инструкциям из журнала «Крокодил». Отечественный капитализм будет строен не по образцам успешных западных государств, но по унаследованным от большевиков карикатурам. Эта сладкая инфекция растекается по венам неискушенных советских граждан россыпью синих хэбэшных штанов и импортных магнитофонов. И когда первоначальные радости подостынут, якобы придет обоснование того, что горбатиться всю жизнь на родную партию все-таки не столь унизительно, как отдать лучшие годы жизни вчерашнему цеховику. Будет уже поздно. Неплохо. Получено очков знания 2. Да, каких очков знания? Что за очки знания? Где очки знания? Возможно, это потом будем тратить? Не уверен. Сначала не успел занять был, что-то у нас БР чем-то жрать. Это жрать с мяском надо. А как это? А где знания? Ладно, окей, разберемся. Ну, да, ну скорее всего, вот смотри, это мы. Скорее всего, смотри, нас везут с войны. Скелеты, это значит, это типа воспоминания его былых там, не знаю, ребят, еще чего-нибудь. Ну окей, пошли. Так, можно на мышку и можно на Е нажимать. Хорош цвет появился.
Киселев Олег, технические аспекты. А вот это красиво. Музыка, пустая электричка. Я поставил режим стримера. Я же поставил режим... Подожди. Я же поставил режим стримера. Да, я режим стримера включил, то есть сейчас музыки палевной нету и никто нас не забанит. Музыка хороша. Смотри, мы прям в... Это солнце. Это, судя по всему, земля. Там... Ну, я, честно сказать, не берусь сказать, что там за планета. Возможно, она похожа на Уран. Не Уран, подожди. Юпитер, да, самая большая планета у нас в космической этой нашей. Что там? Юпитер, по-моему, сам... Юпитер ведь, да, у нас самая большая планета-то в Солнечной системе. Давай пошарохаемся по этим, Но это как бы хорошо. То есть нету боковушки, это вагон, комфорт. Как это называется? Купе? Это вагон-купе? Нет, не купе, как он называется? Я поздоровался, здравствуйте, Сергей. Как, не купе? Или купе? Есть боковушка, есть плацкарт. Да, купе есть, окей, это купе. Вот судя по... Здравствуйте, ребята. Выпиваем, значит, да, выпиваем. Стучаться не учили! А ты чё не орешь хами. на меня? Будто б каждый день гости заходят. Вот в натуре. А ты давай тут! Не понебратствуй со всякими! Прошу прощения, уже ухожу. Нет, на самом деле просто интересно, да? Я ж как-то полюбопытствовать по-товарищески. Чего тут любопытствовать? Ты вообще понимаешь, что маньчжурская операция — настоящий триумф Красной Армии? А мы умудрились при этом жизнь отдать. И американцы, гады, теперь еще и рассказывают всем, что сами войну выиграли, уничтожив к херам 2 мирных города. Слушай, дурень, ты это оставь-ка. Я про американцев плохо говорить не дам. Нам бы знаешь, как туго пришлось бы без ленд-лиза да без второго фронта. Кстати, ты пуговку-то на гимнастерке своей посмотри. А? Где она сделана? Город Чикаго. Где? Под Магаданом или, может, под Тулой где-то? Конечно, под Тулой, конечно. Так, подожди, это то есть поезд со всеми мертвыми? То есть мы отправляемся в рай? Это поезд в рай? Мы после войны военные вот эти вот... окей. Есть купе, есть плацкарт. В данном случае купе, да. Жаловаться на цену победы стыдно. Это вот этому, да, обращение? Да и что же, ничего не отдал, по-твоему? Иной раз мертвым завидовал, особенно поначалу, когда единственный живой мужик на селе, да и тот наполовину выключенный. Я не понял этого ответа, наверное, вот жаловаться на цену победы стыдно, скорее всего, да. Ну, потому что, победа дается вообще тяжело, поэтому жаловаться на нее, победили, это уже, хе-хей, ура! Все, да, конец диалога, ладно. Чё пьем? Водка, гениально. Водка. ППШ, кстати, пистолет-пулемет Шпагина, насколько я помню, да? Да, вроде Шпагина. У меня, кстати, был такой в детстве, как он настоящий, только без барабана и без спускового механизма, то есть как бы, с войны, но он разобран был, то есть бутафорский, так скажем. А где медсестра? Тушеная говядина прекрасно. А что еще есть в поезде? Курочка копченая. Яички вареные. А где проводница? Ой, подожди, там вагон-ресторан. Я до конца еще не дошел. Бегать можно? Бегать нельзя. Бегать нельзя, жалко. Мои сообщения до конца не читаю, даже пойду. Я, пожалуй. Ну как хочешь. Я не читаю сообщения, потому что я весь в игре. Вы там пообщаетесь. Коробка патронов. Вращать. Взять. Патроны? Мы стрелять в кого-то будем? Саратовский мельзавод. Первый сорт, главмука. Окей, это мука. Что-то серая какая-то. Это явно не первого сорта мука. Серая мука не бывает. Нет, она бывает. Ячменная мука, она серая. Но как бы... Это молоко? Но под стеклом. Я думаю... А можно присесть? C, Ctrl, X, Shift, пробел. Да куда мне с таким ранением? То есть мы будем бегать, но не сейчас. Хорошо. Окей. А где медсестра? Она сказала, рядом где-то будет. Оставь надежду, всяк сюда не входящий. Ясно, понял. Я занят. Если продаете красную ртуть, оставьте ваш факс. Красную ртуть? Что такое красная ртуть?
Да, был у меня ППШ. Мы нет, мы играли в казаки-разбойники. Ну, у меня много оружия в детстве было. У меня и жак был, и ПМ этот, который пневматический. Смотри, как красиво. Офигеть. Ну, космос прорисован прямо офигенно. Но таких планет у нас нету, я не знаю. Это какая-то огненная планета, там какая-то розовая планета, возможно, планета конфетная. Здорово, ты тут что вышел? Подышать? Фу-фу-фу, выброси это, фу. Не надо этим заниматься. Не, ну прорисовано, конечно, классно. Мне прям нравится. Космос четенький такой. Прям. Ну вот это, наверное, Млечный Путь, скорее всего, галактика наша. Ну здорово. Ходишь тут, Валера, а у тебя за свет не заплачено. Очень смешно. А кому это я должен за свет платить? Приватизаторам московским, что ли? А свет, по-твоему, что? Как его дедушка Ленин провел, так сам по себе и появляется, да? Конечно. Конечно, а как по-другому? Не, ну сам по себе, конечно, но... А ты дедушку не трожь. Не провел бы он, так в землянках и жили бы. Электричество народное и народом проведенное, значит и деньги за него народу. И без всяких там непонятных контрагентов. Окей, я за Ленина. Ну хорошо, комсомолец. Буду по случаю в Италии, всем так и передам. На капремонт римских дорог слать лично Юлию Цезарю. Ну, это ладно, это развод. Не наговорился? Не, давай пообщаемся. Не, ну твои аргументы не аргументы, это был сарказм. Привет, ты, товарищ, привел самый что ни на есть примитивный. Ого, даже так? Ну давай, удивляй. Дороги Древнего Рима строились рабами и подневольными солдатами. Прогрессивное человечество имеет полное право не оглядываться на их черную историю. А скоро и уже физически существует, применять по своему усмотрению. Не, это слишком заумно. Цезарь мертв, а дело его мертво. А Ленин жив, и дело его всегда будет... Ленин жив. Ну, Ленин, мы все знаем, Ладно, где лежит. Не удивил. Мы все знаем, где Ленин лежит. А давай еще поговорим. Скоро будешь дома. Дома? А куда мы едем? Ну все, не донимай. А куда мы едем? Дай покурить спокойно. А? Эй, ну курить вредно, фу, бросай это дело. Выбрось эту бяку, иди спортом займись. Чё? Ты целенаправленно прям в меня, да? Прям в меня будешь это делать? Ой. Эй, ну ты обиделся, что ли? Ну что? Ну сорян. Я, короче, парня расстроил. Вот до чего доводит курение. Будешь курить, улетишь в космос нахрен. А смотри, по тени я не скелет, я человек. Судя по тени, окей. Ты, может, откроешь? Алло. Глоток чистого спирта избавил меня от этой боли. Так, нужен спиртяшку. А где моя... Вот это моя комната, да? Я здесь проснулся. А где я проснулся, я забыл. Или ты мою койку занял, эй? Никогда не замечал, что слова «амбразура дзота» звучат один в один, как имя какой-нибудь очень красивой итальянской девушки? Нет, ну-ка расскажи. Теперь заметил. Ну вот и выходит очень интересно. Вещь такая жуткая и гадкая, а тут раз — имя прекрасной девы из Милана. Или Генуи. А то даже и Вероны. Забавно. Прямо сцена. Сталинград, значит, Музыка вообще итальянцев хорошая, да, в плен музыка берут. прям А наш прекрасная. разжалобился. Наш же добрый, хотя оккупант пришел, а все равно гадюка интересен же. А вот наши дай какому-нибудь шатену курчавенькому папироску разговорить. А тот скажет: а меня дома жена ждет. Амбразура дзота. А тебя кто ждал? А меня, я не знаю, ну мамка, папка, наверное. Ну как, мамка, папка, вот не дожил. А имена у них были самые обыкновенные, не амбразура дзота. Ну вот, блин, понимаешь? Все нас подальше от родного быта тянет, от клавок этих подальше, от Петик, Валер. Спрута ж по телеку интереснее смотреть, чем знатоков всяких, которые следствие ведут. А чем тебе Петик не нравился? Сейчас такое время, я б за бугор скрутил, как раз по израильской линии мог бы. И сразу в Италию. Ой, ладно, это я так. Гуляй, Валерка, осматривайся. То есть меня зовут Валерий, надо запомнить. План тренировок. Утром пресс-качат,
Бегит турник Анжуманя вечером. Вечером пресс-качап, бегит турник Анжу... Но это мемчик, это прикол, это старый прикол, это из мемчика. Это... да, это план... Ну, это да, это было. Было. А что еще очки знания? Что у меня открывается? А почему? А почему они закрыты? А как их открыть? Почему-то замочек. То есть вот здесь главное открылось. Это не... Улетела, мысль свою так и не закончил. Вот, смотри, это же я прошел. Из грязи в князи. Боевая готовность. Непонятно. Оно вроде как должно все срабатывать, но почему-то не сработало. Да? Не грусти. Солдат, это все временные явления. Товарищ, как его там? Дэн? Дэн Санпин? Так вот, он вроде бы то же самое делал, что и Горбатый ваш, а родину удержал. Дэн Санпин? Это все временные явления. Временные явления на пути к коммунизму. Как НЭП. Только свернули его у нас рано. Невозможно вот так вот сразу к коммунизму рвануть. Надо покумекать, жирку поднабрать. Ты 3-й том избранных сочинений Ильича перечитай. Там все есть. Не-не-не. На последних страницах есть где-то. Есть. От 66-го года издания. Помнишь? Не помнишь? Вот и перечитай. Все, иди. Торопись перечитывать. Я, кстати, читал одно из этих письмен, так сказать, Ленина. Я что-то читал, у меня у деда были книги. Так, вот я отсюда пришел, да? Да. Здесь мы все взяли. Не, блин, мне так нравится. Вот это вот тух-тух-тух в поезде. Тух-тух-тух-тух. Это прям так классно. Ладно, окей, пошли дальше. Мне прямо тух-тух-тух-тух. Тух-тух-тух. О, вот это опасно. Между вагонами нельзя ходить. Это очень опасно. Я сейчас упаду. Окей, не упал. Нельзя ходить Это между я смотрю на борщ. Или борщ смотрит на меня. Я не знаю. Ну, борщ это хорошо, Что здорово. ты хотел? Ну, у меня все в порядке. Эй, ну вот это что с этого сразу... Блин, у нас с тобой что-то было? Ау! Что может быть у меня, такой молодой и красивый, с инвалидом? Ну подожди, а инвалидом я стал на войне. Может быть, я до инвалидности был молодым и красивым. А как же любовь, действительно, я же тоже имею право на любить. Иметь право и действительно что-то иметь – вещи разные. Че это? Лицо у тебя, кстати, знакомое. Ну вот я думаю, точно же был кто-то, будто лицо знакомое. Ой, да когда ж у нас быть-то что-нибудь успелось? Тебя ж уже наполовину выключенным везли. А потом стервятники сразу и налетели. Одного тебя из завала и вытащили. Или ни одного. Но меня там уже точно не было. Видать, улыбнулась я тебе как-то многообещающе из жалости. Вот и носишься с этой мыслью столько лет. Это же вам, мужчинам, очень даже свойственно. 1000 лет потом вспоминаете, как вам в 8 классе улыбнулись. Да, мы такие, да. А я так понимаю, действительно, мы мертвые, что ли? Собственно, в самом деле, ну, значит, не обессудь. Свойственно. Зачем я ем? Все равно прольется. Не, ну борщ надо кушать, борщ это Чего вкусно. ты тут? Так, подожди, мы не договорили. Чего, Чего чего ты ты? порешили? Интересно. Все, что ли? Диалог закончен на сим? На сим диалог закончен? Да. Здорово, чувак. Как борщ? Котлетки с пюрешкой, водочка, борщец, ты чё? А вы чё все курите? Кто вам вообще разрешил всем курить? Они поэтому все и это. Скелеты, потому что курят много. Не, ну пацаны, ну вы даже не притом... Ну картошечка, котлеточка, пацаны. Что такое? Как борщ? Гениально. Отведай непременно. Давай, конечно. После такого борща 100-метровку за 2 секунды пробегу. А можно еще пюрешечку с котлеточкой захлебнуть? Ребят, Да. можно? Вы тоже с фронта? Ага, с трудового. Пацаны, вы эти?
А что здесь забыли? С погибшими на фронте оказались? Есть-то за тебя кто будет. Родина борщ произвела. И если он никому не достанется, все, кризис. Мировой катаклизм. Мы не виноваты, что только на нас и хватило. Не, ну борщ хорошая штука. Чем вам борщ не нравится? А можно котлеточку съесть? Нет, ладно. Молодой человек, сыграть не хотите? Да, давай сыграем. Это я умею. Надумали? Давай, конечно. А на что играть будем? Исключительно на интерес. Ну, это не интересно. Ну, давай, окей. Так, это шашки, да? Тысячу лет в шашки не играл, короче. Я реально 1000 лет в шашки не играл. Да, не в форме я что-то. Ну, а тось. Так, назад не рубят, да? Вот, это вот сюда надо поставить. Так, смотри, я поставлю, он срубит, и я сразу 2 срублю, а потом он срубит, и я... Нет, так не надо. Все умеют в шашки играть? Никому не надо объяснять, как играть в шашки. Просто если я сюда встану, он сюда встанет и займет вот эту точку. Эта точка очень важная. Если я пройду вперед, он забьет. А, он сюда встанет. Нет, так нельзя. Ну, давай. Ну, ничего не остается. А рубка в шашках обязательно. В шашках рубить обязательно. Тут... Ой, хорошо. Ой-ой. Дамочка. Кто не знает, это дамочка. Короче, шашки, кто не умеет играть, ходятся наискосок. Вот смотри, вот... Получается... Когда за шашкой противника нету другой шашки, вот здесь, то ты ее обязан срубить. Вот, то есть ты обязан срубить шашку. Хотя, смотри, я мог сюда сходить. Это неправильно. Это неправильно. Здравствуй, Александр, здравствуй. Это неправильно, это неправильно. А рубка обязательно. Рубить я должен обязательно. Вот смотри, если я сейчас смогу сходить любой шашкой, значит, это уже неправильная игра, потому что рубка рубить всегда ты обязан. Вот если ты доходишь до крайнего поля, у тебя дамка. Ей ты можешь бегать полностью как ферзь. То есть полностью по всем линиям вообще изи просто ходить. А что, отменить уже нельзя, что ли? А, нет, можно. Так. Ну, пойдем дальше. А вот, ну он дурачок. Либо это специально сделано, что он играть не умеет. Ну, я еще раз говорю. Рубка в шашках обязательно. Рубка в шашках всегда обязательно. Так, если сюда схожу, он срубит. А я могу сюда сходить. А вот сюда, сюда. А почему? Надо было сразу нажать. Я понял, как эта игра работает. Назад еще и рубить нельзя. Вы издеваетесь? А он меня сейчас срубит. Вот эту нельзя открывать, он иначе срубит. Смотри, что делает, а? А почему назад-то нельзя рубить? Это неправильные шашки. Во-первых, рубка обязательно. Во-вторых, блин, он сейчас сюда сходит. И это будет капздец. Он сейчас вот сюда сходит, и у него дамка будет. Ну, он странный. Но это неправильные шашки. По правилам шашек ты можешь сходить сюда и потом сразу срубить дальше. Просто я сейчас сюда встану. Ну ладно. Но это неправильно. Чики-брики и в дамки. Чики-брики и в дамки? Серьезно? Это сталкер подъехал? Не, понимаешь, Василий, я объясняю. Тут нельзя сразу 2 побить. То есть я даже сейчас дамкой мог сюда выйти и сюда, но он не дает. Он дает срубить только одну шашку.
Смотри, причем он, видишь, он дает только сюда сходить. То есть это очень странная игра. Но все, это победа. Играя на интерес, не забудьте поинтересоваться, в чем заключается тот самый интерес вашего партнера. А то рискуете остаться без выигрыша. Никак вы, блядь, не научитесь. Знаешь, откуда эта фраза? Знаешь, откуда фраза? Знаешь, откуда фраза была? Ну, фраза откуда была? Почему она не открывается? Ну, откуда фраза была? Откуда? Ладно, подсказывай из Ведьмака. Короче, кстати, кто не знает, Кужлевку персонажей озвучивали очень знаменитые озвучеры. Во-первых, тут есть Геральт из Ривии, тут есть Fallout 2, по-моему, или 3. Тут есть из, по-моему, из God of War озвучки. То есть игру озвучивали очень знаменитые озвучеры, или как это назвать? Так, с тобой надо поговорить, да? Ты за ним палишь? Так, что у тебя там? Шоха на погоны, валет, король. У тебя что? А, ты уже проиграл, да? Так, у тебя что? Король, валет, шоха? Как так? Так, стоп, не понял. У него 6 червей. Ну, хорош. Ну, так не бывает. Здорово, капитан. Валера. Да, Валера, чухался. Ну, условно. Это хорошо, Валера? Да не совсем. Ты мне нужен в полной боевой готовности. Безо всяких там условностей. Сейчас мы сволочам перца давать будем. Как-то это на боевую тревогу не похоже. Сидите себе в картишке, да чай гоняете. Ну, командиру нельзя перечить. То есть надо, как командир сказал, она сразу: есть, понял, выполняю. Вот так вот это должно работать. Потом, ой, Настенька, привет, здравствуй. Вот ты-то нас всех сейчас и спасешь. Ну что, готов? Сыграть с вами в карты надо? Ну, давай сыграем. А что надо сделать-то? Так вы же все мертвы, зачем это все? Навоевались. Товарищи, нами засвидетельствован акт дезертирства. Эй, ну хорош. По закону военного времени... забыл. В общем, ничего хорошего, по закону военного времени его не ждет. Но расстрел должен быть. Ваше последнее слово. Я согласен, давай сыграем. Дайте второй шанс. В качестве штрафника готов к выполнению боевого задания. Потихонечку. Скорее вставай за пулемет. Подъем. За пулемет? За пулемет? Ой, я бегать могу. А как управлять? Валер, ну что ты шумишь? Патроны-то холостые. Ты че, издеваешься надо мной? Пробуждение, вот тебе пробуждение. Чё это вообще было? Объясните мне, пожалуйста. Акт 2, хорошо. То есть вы готовы, так сказать, для вас... Я накидосился. О, это бабули. Я только интересуюсь. Это бабуля из Atomic Heart. Один раз видела, он завис около сосны, а я хотела подойти. Но потом подумала, я говорю, Приснится же такое. Вы можете переиграть пройденный квест в меню журнала. Окей, ладно, будем знать. Лайки ставим, конечно, 1000 лайков надо. Курить охота. Не, ну не фу, друг. Не было таких сигарет, не помню. Ну, ладно. А, можно убрать? Фу, убери. А, ясно, понял, все-таки надо, да? Ну давай. А похмелиться. Да ты слышишь, алкач, и куришь, и алкачишь. А как? А где похмелиться-то? Встань. Ты долго курить-то будешь, слышь? А, у тебя не... Етить ты ее затянул прям до легких. Ну давай всю выкурим, хорошо. Курим, сидим, курим, осуждаю. Нельзя, курить нельзя. Узнаю, что куришь, фу, накажу. Нельзя курить, курить вредно, фу. Ой, а как это все почитать?
Горбачев сдал страну инопланетянам? Давайте почитаем, окей. Разобраться в цепочке событий, в конечном счете повлекшем крушение советской государственности, задача непростая даже для экспертов. Политический и экономический кризис, нарастание националистических настроений в республиках СССР, активная работа иностранной агентуры – все это приземленно, дежурно и не удовлетворяющее запросам пытливых умов читателей и корреспондентов газеты «Голос аномалий». Объяснение случившемуся трагедии сперва встречено триумфально, а к настоящему времени обернувшись тяжелейшим кризисом, затмевающим все мытарства перестройки. Что же действительно происходило в партийных кулуарах накануне ликвидации Советского Союза? Наш анонимный источник, представившийся ветераном КГБ, предлагает свою версию произошедшего, подтверждающую уникальным архивом фотокадров с тайной встречи Горбачева с инопланетными кукловодами. По информации нашего анонимного осведомителя, эта сенсационная фотография была с риском для жизни. Но что-то это Man in Black, да? Это люди в черном. То есть Горбачев был... Как в третьем Atomic Heart закурил сигару за 3 секунды. Ну нельзя так курить, это фу, это вредно. А в чем смысл игры? Смысл игры пока непонятен. Мы только начали, но тут, я так понимаю, про НЛО. Так, что там? Фотография была с риском для жизни выкрадена им из сверхсекретного архива МВД СССР во время последующей за путчем неразберихи. Тут что такое? Путчем неразберихи. Это какие-то очень советские слова, которые я частично не знаю. Механизмы размала СССР были спроектированы инопланетными наблюдателями от и до. В чем же тут дело? Почему советская государственность воспринималась выходцами из системы Тау-Кита как угроза собственной безопасности в то время, когда же самые смелые публицисты не говорят о существовании какой-либо реальной угрозы для целостности США и других государств Запада? По мнению нашего анонимного источника, вполне перекликающимся с информацией и интервью согласившегося на проведение сеанса телепатического контакта представителей Альфа Центавра, читайте в 11 выпуске 1991 года, все дело в том, что существование и прогресс человечества в рамках социалистической идеологии действительно в конечном счете может привести человеческий род к достойной конкуренции с инопланетными цивилизациями высшего порядка, в то время как капиталистический уклад привязывает обитателей цивилизованных планет к их родным мирам, ведь общество капитала – это общество без высшей цели. Обитатели системы Тау-Кита, известны как полицейские вселенной, руководящие организацией наподобие земного НАТО, все действия Горбачева, установленного ими агента, курировалось именно представителями этой звездной расы, также известной как раса серых. Мы будем публиковать дальнейшую информацию по этой смелой, но вполне логичной гипотезе в последующих выпусках. Инопланетная бомба для фюрера. Фюрер все еще жив, мне кажется, его уже победили. Я так понимаю, это советское после этого. Поствоенное, да? Это, скорее всего, все-таки это происходит. Ну, дело. Новые сенсационные данные указывают о сопричастности расы серых к тайным ядерным разработкам Третьего Рейха. Снимок, недавно появившийся в американском журнале The UFO Observer, подтверждает эти догадки. По признанию любимого командос-фюрера Отто Скорцени, гитлеровская Германия была готова применить ядерное оружие за месяцы до трагедии в Хиросиме и Нагасаки. Однако прямое указание лидера Третьего Рейха было вероломно саботировано Герингом, уже вовсю проводившим сепаративные переговоры о мире в тайне от прятавшегося в бункере лидера нацистов. Но вот вопрос. Откуда у немцев в конце войны могло появиться ядерное вооружение? Ответ прост. Деструктивные силы расы серых, питающихся отрицательной энергетикой жителей цивилизованных планет, также известны по Данилину Андрееву как Гавваха, сделали свою ставку на зловещие силы нацистской Германии. Способность превратить всю нашу планету в нескончаемый завод боли и страха. Именно по этой причине свою темную работу они начали непосредственно с вербовки немецких ученых. Эта теория подтверждается тем, что независимо от США, Советский Союз в послевоенные годы сумел именно с помощью пленных немецких ученых в кратчайшие сроки создать собственный ядерный арсенал. Возникает логичный вопрос: откуда ученые Германии могли знать секреты ядерного вооружения? Ответ очевиден: без невидимого участия инопланетной силы обойтись не могло. Кужелевка – новая яркая точка на аномальной карте России. Эти интригующие кадры из своей уфологической экспедиции по средней полосе России прислал нам наш давний друг Вадим Густобров. Это, я так понимаю, мы. И хотя жители ближайшей деревни Кужелевка все как один уверяли, что ничего не видели, Густобров верит, что в скором времени Кужелевка станет ярчайшей точкой на аномальной карте России. Всех, кто мог видеть аномалию в небе над Кужелевкой, Густобров просит связаться с ним по телефону 340. Чей-то? Код города Перми. Почему?
или писать к нам в редакцию. Письма будут направлены в НИИ уфологии под руководством Вадима Густоброва. Ясно. Реклама. Двигатель торговли. Меняю ВАЗ-2103 1983 года выпуска на двухкомнатную квартиру в городе Светломайск. Серьезно? Раньше можно было тачку на хату поменять? Гавах, это что-то с Дюны Герберта? Возможно, не знаю. Не знаю. Молодой человек без определенного места жительства, физически и психически здоровый, сдаст себя в аренду или продаст свои услуги любому лицу, независимо от пола и возраста, или выполнит любую работу, связанную с особым риском. Спрашивать Анатолия в милиции города Среднезерска, ясно. Бесплатно окажу услуги всем, кто желает выбраться из тупика перестройки. Как математик вижу жизнь природы и как человек идет к нулю. Телефон. Продам спортивный велосипед марки Stars Шоссе путем письменного аукциона. Чита 39, абонентский ящик 765, Музаварову. Окажем посреднические услуги в приобретении японских легковых автомобилей класса Жигули и Волга. Японские легковые автомобили Жигули и Волга. Это прикол на современность, да? Сейчас же типа Волгу эти японцы делают, китайцы. Если вас обманули, обвесили, обсчитали в магазине или предприятие не выполняет своих обязательств, пишите Светломайск, юридический кооператив Джудас. Объединение ННН. Это как МММ, я так понимаю, да? Это именно то, что вам нужно сегодня. Товары высшего качества по самым низким рыночным ценам за рубли без предоплаты. ННН может элегантно и модно одеть, оборудовать квартиру и дачу, предложить современную бытовую технику. У ННН нет проблем. У нас адрес газопроводная, ясно. А неплохая газетка, так скажу вам. Ну давай, бахнем. Как ты ж туда хотел налить? Ну наливай. Держать надо. Ой, ну куда ты целый стакан-то бахнул? Нет, стакан это слишком много. А похмелиться, это же... стопарик. Там бутылочку пивка. Маленький стопарик. Но целый стакан навернуть, это же ты что? Окей. О, все поплыло. Прекрасно. Вот тебе и похмелились. Хорошо. Это нормально. НЛО. Михалыч жив? Да. Телевизор-то цел. Только-только раз в жизни приличную вещь купили. Совсем плохой. Какой тебе телевизор, дядя Валер? Ты радуйся, что жив остался. Слышь, телек цветной. Да, кстати, на какие шиши сейчас это чинить дом? Ты за дом не беспокойся. Сейчас как репортеры хлынут, люди помогут. Не каждый же день спутники падают. Это не спутник, это НЛО. Мужики, это что такое? Спутник? Как пить дать, спутник упал. А что, правда спутник, что ли? Так бывает разве? Бывает. Лет 10 назад наш в Канаде свалился. Ну, хоть спутник, хоть твердь небесная. Главное, все живы. Во-во, а про хреновину эту, что думать-то? На металл давай дернем, тут же 1150 будет. Степа, машинку подогнать с командой, бляха-муха. Сейчас я тебе скомандую. Спутник все равно казенный, даже если и упал. Так он какой-то не наш, не советский. Ну вот, не наш же, ёкарный, можно пилить. Чисто по-русски. НЛО упало. Давай распилим да сдадим в металлолом. Вот это по-нашему. Это хорошо. А чё вы все приперлись в мой дом? Я спокойно сидел, читал газету, выпивал, покуривал. Да, ко мне прилетел спутник. Но он прилетел ко мне домой. Какого фига вы все сюда прибежали? Я вас что, пускал? Вы не постучались даже. Это что это вообще? Не, давай пилим, конечно, пилим. Мне же надо барыш, мне же надо дом чинить, теперь надо только деньги брать. И правда идея, спутник не наш, спросу нет. А нашим демократам Буш сейчас все простит. Да стойте вы. Надо же сперва хоть знать приблизительно, что это такое. Осмотреть. Не бывает же так, чтобы ни одной буквочки, ни одной made in. Вдруг это не спутник никакой. Вон, будто бы даже вход у них. А что? И правда. Вдруг не спутник. Вертолет новый. Да, точно вертолет. А там Матиас Руст какой-нибудь с управлением не справился.
Или космический Зиганшин с товарищами додрейфовался. Да на металл давай попилим и делу конец. Давай, конечно, Нету там попилим. никого, спутник американский. Конечно, давай попилим. А кто? Подожди, кто это? Погоди, поверни, можно как-то повернуть камеру? Ну, камеру поверни. Та-та-та-та-та-та. Я хочу посмотреть, какие у него погоны. Ладно. Один Клим дело говорит, а вы все языками чешете. Давайте Климка поглядим, может сплав какой ценный. Васька, ты тут один сельский... Нет, я за распилить, почему нет? Я прям за. А ну-ка. Как еще проверить? Я не пойду. Сыканул? Сыканул? Серьезно? Васька, ты зайди как-нибудь аккуратненько, а то эти две рожи только интуристов распугивают. Степка, ты только без хенда-хоха всяких. Визу проверь спокойненько. Так, то есть у нас выбор. Послать местного гуляку, послать местного интеллигента, возможно, представителя профсоюза какого-нибудь там или какого-нибудь из клуба, он знает, или какой-нибудь там аристократ. Или, собственно, Степка, я так понимаю, это товарищ капитан. Нет, ну подожди. Когда прилетают какие-то незваные гости, первым делом нужно вызвать скорее... Опять же, подожди. Нет, тут надо подумать. Потому что, смотри, если мы сразу натравим военных, инопланетяне могут подумать, что это агрессия, и в ответку начать палить. Если мы пошлем к ним бомжа, который начнет разбирать их лодку, это тоже так себе будет. Давай парламентера, типа переговорщика отправим. Давай-ка. Сейчас, попробуем. Джентльмен, you are on Soviet Russian Federation territory. Please open. А вот и телек починили. Электрон Михаил, 4094. понимаешь, что это значит? Не понимаю. Что мне 200 рублей расхерачили, а ты рад? Да, именно так. Да забудь ты про телевизор. Да как забудь? Это же средство связи. Может, этот телевизор был самым подходящим для них носителем из тех, что у нас были. Вдруг внутри тарелки никого вообще нет. И это бандероль такая. Ну, как бы зонд. Нет, может быть, и не американский спутник. Покопайся в телевизоре, глядишь, свяжемся с обитателями тарелки. Слышишь? Телек с антенной, скорее всего, цветной, за 200 рублей. Раньше за 200 рублей можно было съездить за границу на полгода, блин. Или купить тачку за 500 рублей. Квартира стоила, по-моему, 1002. А тут просто так телек расфигачить? Ну, я не знаю. А можно встать? Я походить хочу, ребята. У меня уже геморрой скоро вылезет. Дайте встану. Они не дают встать. А давайте сделаем небольшой перерывчик. Маленький такой, малюсенький перерывчик сделаем. Буквально, не знаю, пару минуточек я сейчас подскочу. А что там? Да, сейчас приду, короче. Я вам сейчас даже музычки добавлю. Потому что тут музыки нету. Сейчас сделаем вот так вот. Вот так вот. И вот так вот.
Раз. Продолжаем. Где-то. Куда нажать? Вот сюда нажать. И сюда нажать. Так, окей. Ладно, давай посмотрим. Телек за 200 рублей. Это очень дорого, на самом деле. Привет. Какой-то язык. Объект сделал компьютер. Предназначение терминал. Enter. Вот новых слов для передачи информации. Аппарат переводчик. Отправлять 3. Ой, тонкие настройки. Треугольник человек осуществляет ввод данных вы. Приветствие. Я так... Окей, это мы общаемся с НЛО. Смотри. Привет. Самогон мир. Зашедший в... Что потерял? Ну давай, почему нет? Критическое событие не произошло. Расчет шанса успеха. Сообщение доставлено без искажений. Текущие очки знаний 5. Новый рекорд. Окей. Что бы это ни значило. Блин. Нет, ну я в любом случае говорю, надо парламентера отправлять. Этот начудит, он там забухает, этот просто там всех лежать, на пол всем лежать. А это, кстати, Летеха. Нет, это... Блин, я не вижу. Но это либо старший лейтенант, либо капитан. Давай все-таки войска отправим. Ну, вперед, к открытиям. Стой, Васька. Пистолет-то я тебе не дам. Не давай. А внутри мало ли кто сидит. Не давай пистолет. Все бы чисто было, сами бы вышли давно. Я пойду. Ну что, ну... Ну, мужики, будьте наготове. Получается, здесь нет выбора. Эй! Степан! Степана выпустите, черти! Без паники. Не надо, зачем? Ай! Да, конечно, кочергой НЛО. Окей, вот и все, Степана выпустили. А чё вы на меня так смотрите-то? Волосы. Волосы выросли. Волосы выросли. Степа, что они с тобой сделали? Кто там? Свет там. Свет. Ничего не разобрать. Как в сон провалился. Выхожу, а уже и спина не болит. И волосы вон. А с ним что? Он помолодел, кстати. Еще страшного споткнулся. Не, он тебя хотел так-то это вызволить. Он тебе помочь хотел. А вы не сами его за надоедливость Не-не-не-не-не-не. оступили? Оступили! Сволочи, потому что! Эта штука как захлопнулась. Мы уж думали, капут Анискину. Ладно, раненого я до дома отведу. И проснувшимся скажу, чтобы не лезли. Вы пока подумайте, что мы с этим всем делать будем. Блин. Степа не такой уж, у него есть страшное ранение. Пусть пока здесь побудет, если захочет. Не, давайте нафиг всех отсюда. Проваливайте все отсюда, бесите, мешайтесь только. Стёпка, ты только в зеркало без 100 грамм не смотрись. Чё? Ничего. Иди, мы пока думать будем. Мы с Тамарой ходим парой. Посмотреть в журнале, давай. Так, ну вот смотри. А, все открылось. То есть все открылось. Мы не уговорили медсестру с нами выпить. А вот это печально. Ну, окей, значит, это вот так открывается. А, они по главам распределены. Первый контакт пришельцев с самим достойным представителем человечества. Скажете, не самыми? Ну, если уж случай выбрал именно их, то на это должны были какие-то причины.
Что-то большое непонятно врезалось в доме. Это хронология событий, и, скорее всего, эти сюжеты можно немножечко переиграть. То есть, блин. То есть здесь можно было взять автомат. А здесь все-таки, скорее всего, можно было послать алкаша. А это Клима оставить. Окей, тут есть развитый сюжет. Это уже интересно. Развитый сюжет, это действительно интересно. Хорошо. Продолжаем. Рома хочет бухать мед с медсестрой, а дальше что будет? Ну да. А можно встать, ребят? Ну я Михалыч, встать хочу. слушай, я тоже туда зайду. Надо же все узнать. Смотри, а? Смотри. Сколько... да, сколько энтузиазма. Тоже хочет что-то это. Никуда ты не пойдешь. Сиди ровно. Вчера он буквально про Чернобыль передачу смотрел. Мало ли чем там фонит. Блин, или что? Ну, ладно. Михалыч, ну это же они, точно они. Если бы они с каким злом пришли, мы поняли давно. Внеземная цивилизация, подумать только. А разве они бывают? Вот сейчас и узнаю. Михалыч, нажимай. А что нажимать? Так, окей, опять пообщаться надо. А к вам идет Зубрила. А, не Зубрила, отмена. Знание, учитель, знакомство с вами хочет пообщаться. То есть это учитель местный в школе. Новый рекорд, 12, окей. Поверьте, мы ничего плохого не желаем. Ща выйдет супергероем. Пис! Товарищи Пис, инопланетяне, мы развитая, мирная, с недавних пор даже демократическая цивилизация. Да, пис, сейчас будет, он ему строит пис. А чего хочет ботаник? Ботаник хочет либо стать сильным, типа крутым мачо, либо самым умным. То есть либо он сейчас вот с такой башкой выйдет, либо вот такой накачанный. Но одно из двух. Михалыч, это сенсация. Это же самое важное событие в истории. Гляди! Ой. Ты, конечно же, уронил. Да я говорю, да, он... Это их система. Найти бы. Так сходу и не разберешься. Надо в технику молодежи или вокруг света писать. А то и в НИИ какой-нибудь. Ну понятно, он загадал, я говорю, знания, вселенские знания. То есть они ему дали какой-то шар-голограф, который спроецировал их вселенную. Ну не вселенную, их систему. Ну, возможно, это не Солнце. Ну, Солнечную систему их, короче. Погоди. Этим мы все уже с компетентными людьми выяснять будем. Сейчас надо хоть Степан дождаться вздремнуть. Да что ты все спать-то? Тут НЛО прилетело. Васька, оставайся у меня. На печи поспишь. А то мало ли у кого ночью руки на социалистическую собственность. Вот, кстати, вот это да, удобно. Давай, ты оставайся. где спать собираешься? А я прям тут за столом прикорну. Да, вот. А я этой ночью спать не буду. Ты только эту штуку не выключай, на звезды вблизи посмотреть хочется. Это, скорее всего, мы можем встать из-за стола что-то поделать. А это я прямо здесь... Нет, я хочу посмотреть. Какие они, интересно. Когда покажутся. А спрашивают, что будут. А мы им что скажем? Вот спросят они, кто ваши герои? Кому верите? На кого равняетесь? Товарищ Ленин, конечно же. Не, ну Ельцин точно нет. Это... Нет. Ну тоже нет. Ну Гагарин, нормальный чувак. Гагарин, Леонов, это же наши первые космонавты великие. Так, и нас засосало, окей. Сейчас мы тоже из желания загадаем, да? Что нам потребуется? Это 3-я глава, да? А сколько всего актов? А, подожди, там же до хрена актов, я же смотрел. На сопках Маньчжурии. Блин, красиво. Красиво. Но вот из-за этого именно у меня и подлагивает, потому что очень красиво. Да, сейчас лаги начнутся. О, ну, у меня и так средние настройки. Так, это флешбеки, да, начались?
Ну да, это начались флешбеки. Ладно, пойдем. Ну, слышно флешбеки, как бы там тра-та-та-та-та-та-та. Солдатик, помоги мне. Эй, Кому? ну я же вижу, ты здесь. Шестым глазом вижу. Черепаха? Это щитень. Это не краб, это щитень. Это мечехвост, щитень, древнее ископаемое. Я уже заждался, ядрёна вошь. Спасибо, Валера. Все как в тот раз. Знаю, знаю. На нас и с этой-то стороны никто смотреть не хочет. А с той так вообще. А ты прямо руками полез. Уважаю. Смелый был парень, не брезгливый. Хотя и не в меру любопытный. Не полез бы неведомую зверушку смотреть. Никакой снайпер бы в тебя не выстрелил. Хотя выстрелил бы, конечно. Но обстоятельства были бы не такими нелепыми. Ну ладно, не будем о грустном. Как жизнь-то? Ну да. Оставь это. Тут-то тебе перед кем бравировать? Мы не молодеем, Валера. Вечно молодым и прямоходящим можно быть только во снах. Ну, а как делишки, если уж по делу говорить? Да почему херово-то? Нормально все, у нас НЛО прилетело. Но это какие-то флешбеки. То есть, видимо, он воевал на войне, и пока кому-то помогал, спасал кого-то, его подстрелили. И вот у него вот это вот все вот началось, вот эти вот армейские вот эти вот штучки. Ну, другого ответа я и не ожидал. Ты рад меня видеть, Валера? Да, как бы... Да. А я-то как рад. Ну скажи мне, разве у ракообразных очень интересная жизнь? Представляешь, как ты мне в тот день карту будня смазал? Карту будня? Ну, нет, но я не буду дерзить. Дай папиросочку. Я тебе все и расскажу. Ты еще и куришь? А то тут разговор такой основательный. Тут даже не поговорить. Тут покумекать надо. Да где же мне сиги-то здесь взять? Слушай, ну я ж тебя не просто так об этом попросил. Знал бы я. Так, тебе сиги надо найти. А где? Ну, конечно, подлагивает немножко. Подозрительный камень. А где я должен сиги-то найти? На берегу реки встретился больно разговорчивый хелицеровый. Вот, хелицеровый. Я говорю, это не крабообразный же, это хелицеровый. Призраки прошлого. Ну окей, давай поищем у сиги. Только где? Закрыто. Ну, где могут быть сиги? В этих лесах... Что? Меня подстрелили? Это типа специально, чтобы далеко не уходить, да, за границы экрана. Я понял. Я понял, разработчики, я вас понял. Это специально, чтобы никто багами никуда не выходил за текстуры. Это типа такое защита. Посмотри, сейчас меня завалить должны. А, да, вот я же говорю. Это специально, это специально. А где сиги-то найти? Алло. Я предлагаю туда в дом сбегать за сигами. Ну давай сбегаем. Вода классно прорисована.
Вода шикардосно прорисована на самом деле. Не, ну что вы хотели? DirectStrict 12, Unreal Engine движок. Это скорее всего... А какой это движок? Это Unreal Engine 5? Нет, 4, наверное. Так, пацаны, есть сиги? Я сел? Ой, блин, пятнашки. Так, подождите со своими пятнашками, дайте сиги найду. А это, кстати, мой дом. Бахнув? Ну, давай бахнем. Ну, раз уж пошла такая пьянка, давай уж бахнем. Чего уж нет. Ну, это моя квартира. То есть это в самом... мы только что здесь... Очень шумные. Человек прямоходящий. За что? За что достижение? Не, а где сиги-то взять? Это, возможно, папа. Но это мишки... Как это? Мишки в лесу, да? Это картина Репина или кого это картина? По-моему, мишки в лесу, или как-то так это называется. Ну, иконки это, конечно же, Иисус и Мария. Это все нормально. Ковер на стене. Вот, блин, мне такой же ковер надо повесить. Вот реально, мне надо сзади повесить ковер. Или хромакей, чтобы не видно, вот этого задника не было. Это будет вообще идеально. Ладно, давай в пятнашки сыграем. А, ну это серп и молот. Окей, я вижу. Так, серп у нас слева, молот справа, по-моему, да? Ну, окей. Блин, сложно. Я, если честно, не помню, как выглядит эмблема Советского Союза. Но могу с уверенностью сказать, что вот это должно быть снизу. Да, это должно быть снизу. Блин, долбаные пятнашки. Да, можно вебку не убирать. Я не умею пятнашки собирать. Я вам официально заявляю. Подожди, а можно заново? Как заново? А, и нельзя заново. Блин, я просто хотел скипнуть все это. Куплинов бесился пятнашкой в Resident Evil. Ну, нет, я умею пятнашки разгадывать, но мне вот удобнее пятнашки руками, пальцами передвигать. Я пальцами, я так немножечко плохо ориентируюсь, когда вот так собираю. Ну вот это должно быть вот здесь в центре. А я же могу вот так вот, да? Да, я смотри-ка, я могу вот этими кнопками все это делать.
Ой, короче. Мы собрали. Мы собрали пятнашки, мы молодцы. А где я взял этот кусочек? Не-не, подожди, я не хочу уходить, я сиги еще не взял. Я сиги еще не нашел. Нет, ну зачем я сигареты еще не нашел же? Это Сталин? Товарищ Сталин? Валера. Нет, да, Я товарищ кто Сталин. для тебя? Ты для меня отец и гений. Хороший солдат. Дарю. Сигареты. Конечно, портсигар. Сиги в натуре. Сзади ничего нет, нет, все, взять. Какой хороший товарищ Ленин. Это не читы, я сам собрал. Все получается, да? Кто забрал? О, можно включить. Ну давай. Подожди, тут все это время были сиги, и я храби сиги скурил. Я говорю, читаю полностью сообщение сверху. На что такое? Там ты можешь на хромаке врубать видосы смешные, когда уходишь на перерыв. Да ну, это глупо как-то. Что, так мне... Нет, мне не надо. А у меня с собой сиги уже, да? Давай я возьму ее с собой. А, нельзя с сигой уходить. Ладно. Бенз. Ну, курить рядом с бензином — это вообще зашквар на самом деле. Окей, пошли. Ну это... А, так это наш дом. И сюда прилетело НЛО. Вот почему полдома-то нет. А я думаю, почему полдома нет. Ясно, теперь все понятно. Теперь все понятно. Это что? Брось. Кто где стреляет, не понимаю. На, дружище. Ах, спасибо. За это не благодарят, но все равно. Спасибо. На кого-то? Черт, совсем забыл. Огоньку-то нет. Озвучка Михалыч, на кого-то посмотришь похожа. тут где-нибудь? Хе-хе. Шучу, шучу. Не смотри на меня так. Валера, ну вот почему ты, человек, мечтавший об университетском образовании, оказался заперт в этом вертепе алкоголик? Вообще не знаю. Напрасно ты с вертепом. Здесь Васька есть, хоть бы с ним можно обсудить что-нибудь интеллигентное. Детки светлые подрастают. Не так все плохо. Я в будущее с надеждой смотрю. Ну, Васька совсем неплохой парень. Ты в нем не ошибаешься. Но и Климушку с дерьмом мешать не нужно. Он тоже человек, тоже может быть по-своему прав. Обидеть алкоголика, я тебе скажу. Может каждый. А, я думал, может каждый. Неплохо бы извиниться. Неплохо Я бы, да. как-то раз в пылу сказал любимой женщине: будь ты проклят. А на следующий день так стыдно стало. Потом в трамвае папа увидел. Не постеснялся, подошел, спросил: а что будет, если человека всерьез проклянешь? А поп знаешь, что ответил? Ничего, говорит, не будет. Только извиниться неплохо. Извиняться вот надо, и вы да. Клима не унижайте. Не давайте вас рассорить. Кто не прав, тех воспитывать надо, а не топить. Ну да. Да. Ну, а что за трамвай? Ты же древняя беспозвоночная. И вообще, это история из моей жизни. Не, ну извиниться на самом деле надо. Вообще, надо быть добрее к ближним. И всегда, если чувствуешь, что виноват, лучше извиниться. То есть это как бы ты делаешь на самом деле не для себя, а все-таки для того человека, потому что мало ли, действительно ты его обидел. И, ну, потом отношение плохое будет. И извиниться не западло никогда. Запомни это. Извиняться нужно, осознавать свои ошибки.
Короче, я хочу сказать, что на твоем месте во многих ситуациях повел бы себя точно так же. Если бы меня спросили, мой ответ был бы однозначен. Да, Валерка делает все так, как надо. А какая редкость в наших широтах, согласись, делать так, как надо. Продолжай Видишь, в том же духе, Валера родной. красавец. И помни, время перемен Валера откупоривает все бочки с жидкостью. А жидкость имеет обыкновение заполнять возникшие пустоты. Посему имей дело с твердой материей. Понял, нет? Спасибо, спасибо, спасибо за совет. Не затягивай с визитами, я уже успел соскучиться. Ни жена, ни родители во сне не приходят. Ты хоть приходи, одно говно снится. Ну, конечно, приду, Валер. Я и сейчас не один пришел. Этот с кем? японец тоже здесь. Вот Гуки. он в тех зарослях. Где? Видишь? Нет, не вижу. Ясно. Ясно. Здорово, Никита, здорово. Красавчик, красавчик, поздравляю, поздравляю. Там мяско тебе еще пришлют вкусное, говорят. Красавчик, молодец. А я не знаю, Ну чё, кстати, я не Михалыч, смотрел итоги началось. конкурса еще. Теперь наша Кужлевка станет самым важным местом на планете. Сейчас народ со всей округи сбежался. Завтра из Москвы приедут. А послезавтра здесь будут лучшие люди человечества. Я Значит, вот всю надо ночь успеть. думал и вспомнил. Был дядька один, Посадос или Посад, ну не помню уже. Теоретик один, троцкист. Мне в институте книжка одна его самиздатовская попалась. Он там как раз писал, что средства межзвездного передвижения, подобные этому, могла создать только коммунистическая цивилизация. Да. Значит, к нам прилетели коммунисты. Конечно. Он там еще что-то про ядерную войну и разумных дельфинов рассказывал, ну не знаю. Это ведь похлеще ядерной бомбы. Когда весь мир узнает об этом, вся выстроенная мировым капиталом система угнетения сама по себе рухнет. Да, да, да. К нашему муравейнику прибыли по-настоящему разумные существа. Да. Ну это бред, это бред. Какие дельфины, какие коммунисты, они вообще, у них, скорее всего, нет даже общинного строя какого-то у этих у инопланетян, у них уже совсем другие мировоззрения. А этого мы не знаем, давай сначала умоемся. Давай сначала умоемся. Я только проснулся, на самом деле, надо сперва выпить. Вот, кстати, правильно написано. Как только проснулся, вот запоминай. Жизненные эти от бояре. Вот только проснулся, сперва перед всеми делами выпиваешь стакан кипяченой воды. Ну, или обычно чистой воды. Главное, не газированной, не сока. Просто выпиваешь чистой воды комнатной температуры. И потом уже все дела делаешь. И потом, там уже через полчасика можно завтракать. Да, зубы почистить непременно. Да. У тебя порошок зубный оставался? Тебе тоже надо. Нельзя космических коммунистов с перегаром встречать. Вот-вот. А то ишь, что сразу решил попереться к инопланетянам. Нельзя так. Нужно себя привести в порядок. Нужно умыться, позавтракать, быть свежим, бодрым. С гигиеническими процедурами закончили. Ну, так что думаешь? Выводы делать-то рано. Наверняка мы знать ничего не можем. Людей пока стоит держать на расстоянии. Приобщаем народ. Думаю, народу это как можно скорее приобщить к этому чуду, какие перспективы для колхоза. На самом деле, блин, вот это сложный вопрос. Ну, я так понимаю, мы начальник колхоза, поэтому я считаю, что все-таки нужно с колхозом поделиться. Пока эти из Москвы приедут, знаешь, разберут все по частям. Нам выгода нужна, нам, колхозу. Осталось только выяснить, как заставить тарелку взаимодействовать не с отдельно взятым человеком, Не как надо мы вчера с матом, наблюдали, не надо. а с окружающим миром. Возможно, она уже это делает, только незаметно для нас. Возможно. Я опять сижу, можно я встану? О, Все здорово. внутрь хотят. Они как увидели, что со мной стало, как с цепи сорвались. Каждому лысому теперь тоже надо. Я уж стал врать, что парик вчера купил, так они дергать полезли. Они думают, что там внутри сидит чумак, и только и ждет, как бы им всем подагру вылечить. Значит, надо все выяснить экспериментальным методом. То есть?
То есть мы не с того начали. Мы сначала впустили человека внутрь, а по-хорошему надо было начать с животных, например. Как при испытании лекарств. Правильно говорю, Михалыч? Ну вот на самом деле я никогда не был за испытания на животных. Блин. Ну я не хочу испытывать на животных, поэтому мне фиолетово. Есть там одна подходящая кандидатурка. Товарищ старший лейтенант, давайте Лидия Сергеевна! как-то... Сергеевна! Лидия Сергеевна. Заходи. Да, ее тоже бери. Прекращай шуметь, граждане! Быстрее, Сергеевна! Колхоз, конечно, сейчас вообще... Я сейчас разберут все. Здорово, Сергеевна. Спину лечить пришла. Господи Коза заболела Боже. у тебя, наверное, да? Вась, перекрести, а то у меня руки заняты. Слышь, сумку-то можно и в левую... Ну, Вася не Ну что, легче стало? священник. Ну, излагай. А что излагать? Хочу кормилицу вылечить. В том месяце Ну, я же захворала. говорил. Старая уже, молока не дает. Нет уж ничего, не надо, помирать скоро. Лучше козу на ноги поставлю. Я только козье пью. Оно без Фу, холестерина. козье молоко. Отказ оно от же претензий такое подпишешь? Противное, да. Кого? Ну да, она, кстати, похожа. А тут, кстати, очень много мемчиков и отсылок, очень много. Я что хотел сказать. Во-первых, козье молоко это такое отвратительное, вообще его пить невозможно. Даже теплое, даже холодное, парное, кислое, неважно. И во-вторых, вот какое право вот этот молодой человек, учитель, имеет право перекрещивать бабушку? Он не священник. А бабуля могла сумочку-то из правой руки-то перенести и перекреститься сама. Так что я не знаю. Не знаю. Товарищ лейтенант, что вы думаете? Можно на тебя посмотреть? Ну, это Летеха, да, у него лейтенантский погон, это старший лейтенант. А вот такая картина у меня была. У меня вот эта картина, вот эта картина у меня висела вот там на стене. Очень давно. Я ее потом снял, короче, отдал. Вот это товарищ Ленин. Это, по-моему, трое охотников, или как так называется. Тут у них фазан. По-моему, гусь, утка, что-то такое. У них там фазаны. То есть, и они там что-то рассказывают. Блин, классная картина, на самом деле. Прикольно. Рома, тебе надо загадку с плохой лексикой. Я же тебе ответил, что не надо мата мне тут, тем более в чате. Так, если коза помрет, мы как бы не виноваты. Ладно, хватит пенсионеров смущать. Давай я сейчас кнопку нажму, а ты козу заталкивай. Ну, блин, козу заталкивать некрасиво. А вот ответственность снять с себя, это правильно. Как помрет? Зачем помрет? Помирать не надо. Я же ее омолодить думала, как Ну, Степу. знаешь. Понимаете, Лидия Система Сергеевна, не отлажена. этого мы гарантировать не можем. Но это, скорее всего, в итоге выбор придет к тому, что либо мы козу запихиваем, либо не. Но я не буду врать, потому что, смотри, у нас было всего 2 испытания. То есть 2 раза. Я же сказал, не надо. Зачем писать? Если я говорю не надо писать. 3 это закономерность. 2 это... Как это там? 1 это случайность, 2 это погрешность, 3 это закономерность. То есть, если бы 3 раза сработало, тогда типа да, мы можем утверждать, что данный эксперимент как бы работает. Но если 2 раза, то не факт. Но в общем и целом бояться нечего. Давайте начинать. Ничего не обещаем. Валерий Михайлович, чтобы потом что угодно не произошло с живым человеком, дайте для начала попробуем удостовериться на примере кого-то, кто хотя бы не узнает себя в отражении. Блин, ну это А так за молочко не лицемерно. бойтесь, сюда скоро съедутся лучшие люди человечества. Будет вам и козье, и верблюжье, и птичье без очереди. Давайте пробовать. Эх, какой он жестокий. Какой он жестокий. Ну или совпадение, да, я уже забыл. Да. 1 случайность, 2 совпадения, 3 это уже, да. Блин, я не хочу на козе испытывать. Я понимаю, что, скорее всего, это сработает. Но я не хочу на животных испытывать. Я не люблю, когда над животными издеваются. Вообще ненавижу. Я очень люблю животных, и вот эти вот все издевательства и тому подобные эксперименты на животных нет. Я лучше, блин, на человека поставлю эксперимент, чем на животных. Да, вот знаете, вот такой вот я не гуманист, нифига. Тише, слышите?
Я своими глазами видел. Там вчера чудеса происходили. А теперь они людей внутрь не пускают. Хватит! Натерпелись от коммуняк! У нас теперь страна свободная! Пошли на пролом, мужики! О, началось. Дебошир, блин, пришел. Так, слышь ты, алкаш. Товарищ лейтенант. А если табельное применю? Ты его когда в последний раз из сейфа-то доставал? Все, теперь поступать по-честному будем. Тарелка в нашей деревне приземлилась. Значит, право войти имеет каждый. Да ни хрена. Во-во. Нет, Я не год работает простатой так. мучаюсь, а им меня в лечильню пустить жалко. А я телевизор хочу, японский. Сергеевна-то блатная какая-то, видимо. Только ей желание исполнять полагается, что ли? Да этому председателю коза дороже односельчан. А ты что такое базаришь, слышишь ты? Рубашку нацепил и все, что ли? Брови иди там это подпили. Я не понял. Я не понял. Во-первых, дверь мне запили, не то засужу. Во-вторых, нет, или вчера за коммерцию агитировал громче всех, а тут вдруг каждый зайти должен. Это я вот этому алкашу рассказываю. Я, короче, негодую вот насчет этого. Вот эта вот толпа, они же ничего не понимают. А если вот они там, желание у них исполняется, а у них в попе маячок, 3G там или сколько, 5G модем, там вот эти как чипирование, а потом все по щелчку, как башка у всех взорвется. Ну, люди глупые, тем более в селе люди очень глупые, они все наивные, всему верят, и вот дверь мне запили на самом деле. Никто никому ничего не должен, а свое право имеет каждый. Вот мы этим правом и будем пользоваться, пока не докажешь, что у тебя на эту штуковину какие-то особые права. Давай, открывай штуковину. Ну так-то она в мой дом, пацаны, упала. Вы что, охренели? Алло, она в мой дом упала. Дверь мне запили, это отсылка на буйный слайд, да-да-да. Че ты мне дверь выпилил, блядь? Че ты мне дверь выпилил, блядь? Дверь мне запили, блядь. Да, я знаю, смотрел старый видос. Ой. Ой, сидит, смотри, сидит, смотрит. Ну, нет, ну я не говорю про анимешников. Анимешники же это вообще верх разума. А люди, которые озвучивают аниме, это же вообще, это же просто кладезь. Это просто интеллигенция, я считаю, что это просто, ну, просто толпа. Я не говорю про отдельных личностей, а по отдельности, возможно, люди и нормально. Но когда сельские там мужики, бабы собираются толпой, это такая вакханалия зла начинается, просто нереальная. Это неуправляемая толпа, которая не понимает, что делают. Там, я не знаю, они начинают там, блин, с вилами бегать, с лопатами, орать там. Я против, на самом деле. Я серьезно против того, чтобы вы, господа, на меня давили. Степан, гони их в зашей. Пошли вон! Это приказ сотрудника российской милиции. Хорош сотрудник. С тобой-то все хорошо. Для своего дружбана Михалыч как надо постарался. А для народа как в колхозе ничего не делал, так и сейчас частную инициативу душишь. Нет, тут брешешь. Что-что, а председатель Валерий Михайлович был хороший. Что значит был? Вот так вот. Формально колхоз не расформирован. Вот так вот. Нашли время. Вот так вот. Так, все. Ну-ка, двинься. Я все сам нажму. Так, ну-ка, не тыкай тут, ничего, слышишь? Он сейчас сломается, вот я тебе как пить дать сломает. Ну и что ты сделал? Думаешь, я не найду способа? Не найдешь. Скорее всего, оно будет откликаться только на команды Валерия Михайловича. Да, вот так вот. Ага, значит, земное начальство они признают. Это хорошо. Это очень даже правильно. Это правильно, да. Мудрите тут что-то. Пойду я. Марта, идем. Коза, ну извини. Серьезно, коза, извини, я не хотел. А что там по журналу? Я все отменил, да? Эксперименты над животными, часть первая. Ну я, да, отменил, получается, эксперименты над животными. Так, Сиги тут отдал. Тут вот что-то нет. Блин, я записку где-то не нашел. И 2 достижения не сделал. Выключить Ельцина. Но это можно всегда переиграть. Это мне... Вот это, кстати, хорошо. Вот это хорошо, разрабы, что даете переигрывать. Потому что существует миллиард игр. Короче, миллиард игр. А чё, Михалыч? Самое время для следующего этапа эксперимента. Пускай. Ну, говори, Клим. Чё ж ты пожелаешь? Буду я вам рассказывать.
А не расскажешь, не дам. Да, такой принцип работы на самом деле. Если расскажешь, что ты хочешь, я приму решение, нужно тебе это или нет, тогда ты уже получишь шанс. Таков принцип работы. Оно не откроется, пока я что-нибудь туда не вобью. Хочу, чтоб мне и мужикам эти ваучеры по справедливости обналичили. Какие еще ваучеры? Насчет приватизации колхоза еще ничего не решили. Какие Мы в ваучеры? Светломайск на той неделе самогон на реализацию гоняли. Так там заводчанин один. Понятно. Ну, вроде бы безобидно. Какие ваучеры? Вот ты вот ваучеры, серьезно. У тебя есть шанс получить любое желание. И все, до чего ты додумался, это ваучеры обналичить. Серьезно? Очередной завод раздербанили, мужиками нормально. Водка есть, и завтра хоть трава не расти. Блин, вот это сложный на самом деле выбор. Как бы, казалось бы, я... Ладно, окей, да. Алкашам все равно. Давай, что тебе тут? Завод, деньги, самогон. Чертей, посмотрите, кто к нам пришел. Кто там вообще? Давайте я отключу. Подождите, давайте я отключу вообще вот эти оповещения, потому что это очень в последнее время сбивает прямо. Где это вообще? Я уже забыл, как это делать. Это оно, да, это оно нафиг. Короче, больше не будет никаких оповещений. Вообще норм идея олигархов станет. Да. Это в Твиче. Ребята, короче, я в Твиче уже практически не сижу, поэтому залетайте на YouTube, ссылочки все есть в описании. Я очень редко твичевский чат читаю, чисто вот после оповещений таких. Поэтому залетайте в YouTube, буду рад. Сейчас в основном стриму у меня, конечно, там. Так, продолжаем. Подожди, кто тут написал? Ясно. Так, ну, завод, деньги, самогон. Ну, а что ему еще надо? Ну, чувак, я так понимаю, которого выгнали с завода, когда завод приватизировали, расформировали в СССР. Ну, кто там? Горбачев же все распродал, или кто там? Я историей сильно не занимаюсь, поэтому вот, получается... Их всех выгнали, им нечего делать в колхозе, они решили как... А выдавали ваучеры, кто не знает, ваучеры это условно... облигации, ваучеры, вот это бумажки, которые, короче, это типа акции, вот сейчас акции, то есть ты имел долю в этом заводе, и когда завод расформировали, все сказали, денег нету, мы вам выдать ничего не можем, и он как бы эти ваучеры хочет обналичить, деньги за них получить, окей. А что за критическое событие? Новый рекорд опять. Ладно, иди, давай, иди. Погнали, трудовой народ. Вы, главное, глаза зажмурьте, именно так оно и есть. сильно желайте. А, вы все туда пошли, что ли? Я же... подожди. Я только алкаша туда пускал. Вы что все-то туда поперлись? Сейчас с баблом выйдут, с деньгами. Ну, конечно, мешок денег. 2 мешка денег. О, Баксы. это я понимаю. Справедливый курс. Вы видели их? Как они поняли вашу просьбу? Никого не видели. Там вообще ничего не видно. Мы очень-очень желали, и оно как-то само в руки упало. Опа. А теперь все дружно застыли. Подделка ценных бумаг, ребятки. Ага, понятно. Лови, начальник, от нашего дома вашему. Взятки, ну куда ж без А них? вообще, не расслабляйтесь тут. Мы еще поднимем вопрос незаконного захвата тарелки. Степан. Спокойно, товарищ преподаватель. Они все абсолютно одинаковые. Номера видишь? Вот. Их ждет сюрпризец. А, это хорошо. Интересно, это просто результат непонимания или тарелка намеренно не дает заказывать всякую гадость? Но это в любом случае не порядок. Первый же Гитлер тут такую бучу устроить может. На такой случай у нас есть свой цензор. Да, Михалыч? Не, подождите, это послевоенное время или нет? На сопках Маньчжурии. Это какая? Это Первая мировая война, да? Нет, вру. Не, вру, подожди. На сопках Маньчжурии какая это война была? Это же какая-то битва была. Я говорю, я историю не знаю вообще. Я вот греческую историю хорошо знаю.
славянскую историю знаю. А вот современную историю там или российскую историю, там историю политическую какую-то я вообще никогда не интересовался и вообще не знаю. Вот от слова совсем это просто для меня это просто такая бездна непонимания. Я просто никогда не понимал, в школе особенно когда учился, я никогда не понимал, зачем мне вот эти все даты знать. Ну зачем? Я в принципе могу какую-то хронологию понять. Кто зачем, кто почему, из-за чего, когда, куда, почему. А какой смысл мне запоминать истории там всех этих дат, этих побоищ, бля. Так, стоп, все, с меня хватит, я такую ответственность на себя взять не могу, давайте даже... Нет, так, тихо. Я буду управлять тарелкой. Сюда вот-вот начальник райцентра должен приехать. Давайте впустим людей посмотреть, а то дальше... Дальше уже, похоже, распоряжаться не нам. Так, слышь, это вот моя тебе тарелка. и первый же Гитлер. Это моя Он тарелка. будет в Москву сообщать. Значит, в ближайшее время можем ждать чекистов. Просто я не понимаю, это какое время? Вот тайминги игры, время это какое? Это получается после Второй мировой войны или все-таки до? Потому что они говорят про Гитлера, но Гитлер же после Второй мировой, он же как бы это, насколько я знаю, самовыпилился. Ну, поправьте, если я не прав, ну как бы. Глава райцентра нормальный мужик, ответственность передаю ему, и он пусть дальше хоть Ельцин. А, нет, Ельцин, подожди, если уже Ельцин президент, то это уже прям давно. То есть там же кто был? Там же были генсеки сперва всякие. Первый президент Ельцин, он когда был? А когда он был? В 92-м? Нет. В 90-м? В 90-м? А когда учился в Греции, учили все, так что все остальное я тоже не в курсе. А в игре вообще я не пойму, что происходит. Здесь вроде год 91. Во, я же говорю 91-й, 92-й. Я же говорю, в 92-м Ельцин был. Я помню. Мне тогда 5 лет было. Так. Хренушки, тут уже никак не замести след. Не, ну на самом деле, если Сероштанов нормальный мужик. Нет, ответственность я передавать ему не буду, алло. Не Это скажи. моя. Это моя Потеряют летающая Кужлевку и соседние деревни вместе со всеми обитателями, и ку-ку. Слухи об инопланетянах не подтвердились. Чё, так сложно думаешь? Музыка иногда появляется. Ты-то с нами? Вот потому что я с вами, меня самым первым и потеряют. Так, все нормально, не бзди. Кстати, звездный глобус. нужно. Так, а это у нас кто пришел? Вот, видишь, музыка появилась. Здравствуйте, Василий Как Леопольдович. ты и просил, Сергей. Здравствуйте, Степан Аркадьевич. Здравствуйте, Валерий Михайлович. Здравствуйте, Женя. Здрасте. Здрасте. Вот вас-то нам и надо. Смотрите, ребят. Смотрите и запоминайте. Сегодня история человечества кардинально изменится. Раньше вы нас истории учили, а теперь ее это делаете. ученики пришли. Куда там, Женечка? Мы конфетки принесли. Да-да. Инопланетянам. А вам не жалко? А дяде на заводе вместо зарплаты целый ящик дали. Он все продал, Жиза. и нам чуть-чуть совсем осталось. Ну, Жиза. когда-нибудь у нас еще будут конфеты, а инопланетяне, может быть, уже улетят. Так что не жалко. Молодцы какие. Это прям жиза. Я помню, мне лет, наверное, 6-7 было. У меня папа на заводе всю жизнь работает. Ну, до сих пор работает, он там уже, ну, такой, уже не последний человек. Им часть зарплаты, короче, выплатили шоколадом. Причем натуральным, сухим. Он принес домой вот такой кирпич шоколада, наверное, килограмм 10 он весил. Просто, вот реально, вот, как объяснить, наверное, я даже не знаю, как объяснить. Это, вот, он не мягкий шоколад, как вот в шоколадке, а он прямо как вот, блин, кусок халвы. То есть он прямо его вот ножом вот так вот крошишь, он прямо крошится, как вот... Я вот даже не знаю, с чем объяснить, как объяснить. Вот реально вот такую штуку папа принес, вот часть зарплаты ему выдали реально шоколадом. При этом он работает как бы на оборонке. Шоколадом они не торговали, но вот так выдали. Мы жрали его, наверное... Блин, наверное, месяц этот кусок ели, если не больше, всей семьей. Ну, клево, клево, на самом деле. Как кирпич, там не кирпич, там вот... Он как бы вот... Блин, вот... Как... Даже показать-то нечего.
Блин, у меня есть камни, конечно, драгоценные всякие, но это не похоже. Ну, он вот такой, ну вот, блин, он не как кирпич, он огромный просто. Килограмм 10 он был, говорю, но кирпич вообще весит от 2 до 4 килограмм в зависимости от марки кирпича, марки глины и марки самого наполнителя. Ну и какой кирпич, пустотелый, там, полуторный, одинарный, все такое. На самом деле детей я подпущу к тарелке, потому что такого? Может, они сейчас и покажутся? Детская Ну, непосредственность может быть, должна да. их подкупить? Ну, я на всякий случай рядом постою, ага. Да постой, постой. Давайте, ребят, подходите. Это старший лейтенант, да. Валерий Михайлович, за дело. Что он там? А я всю игру сидеть буду на жопе. Я уже устал, у меня реально геморрой скоро будет. Подожди, я хотел вот эту штуку посмотреть. Что это такое? Что это нам дает? Это знаешь, как в офисах вот эти всякие ништяки у тебя на столе бывают. Так, курить я не буду, фу. Детям, что нужно детям пожелать? Фонтан, шоколад, ириска, презент, обертка, колосс. Не, ну колосс точно нет. Ириску ни в коем случае, ты что? Это же сразу минус зубы у инопланетян. Наверное, фонтан, шоколад и презент все-таки. То есть мы типа дарим вам фонтан шоколада в качестве подарка. Ну окей. Да. Не, ну дети, они безобидные. Вот, кстати, вот в плане детей именно деревенских, вот это на самом деле большое отличие от городских детей. Вот в деревнях дети намного самостоятельнее, в чем-то даже умнее и воспитаннее, чем в городе. Ну, во всяком случае, большинство. Мечты исполняются. Мечты исполняются. То есть я реально, я на компьютере выбираю. Мои любимые. Нормальные вроде. Фу, мишки Зовите в всех лесу. детей внутрь. Вообще всех. Мишки в лесу, это же такие ущербные конфеты. Заходите, они добрые. Я вообще считаю, что все конфеты Валерий Михайлович, вафельные. пока люди отвлеклись, давай-ка это что ли просто обезопасим фу. себя и тарелку. А как? А как? Предлагаю срочно привлечь своего человека со стороны. Лишних мер предосторожности не бывает, правда же? Ты вот эту вот газетку дурацкую выписываешь? Вот давай в ней что-нибудь и найдем. Номер редакции, почтовый адрес, да что угодно. Но лучше, конечно, номер. Так, ну мы читали уже это. Да, это мы уже читали все, да? Да, так, нам нужно найти телефон кого? О, простите. Они, нет, они не то что жесткие городские дети, они избалованные просто, и они не понимают вообще. Они тоже разные. Но я опять же городской, хотя никакой я городской, я, блин, на даче вырос с 6 лет, по 5 месяцев в году жил на даче, вплоть до 20 лет практически, поэтому... Объединение ННН, хорошо. Подожди, а я не хочу ННН. Подожди, а с кем... Подожди, как выйти отсюда? Как отсюда выйти? Будь здоров, да, спасибо, спасибо. Нет, это я понял, МММ. Я в МММ тоже сам сидел в свое время. Так, нам нужно что? Нам нужно вот ему позвонить. Выбор невелик. Либо мы звоним. Ну, вряд ли Жигули и Волга нам нужно. Спортивный велосипед тоже вряд ли. ВАЗ-2103 тоже вряд ли.
Ну, скорее всего, вот этому надо позвонить, мне кажется. Не знаю почему. Вот это нам и нужно. Давай, Михалыч, набирай скорее. Так, чё? Я не помню, какой номер-то, алло. Ты хотел, чтобы я запомнил? 300. Ой, это такой телефон классный. У меня был такой. Я не понимаю принцип его работы. Я его разбирал, смотрел, что только с ним не делал. Но так и не понял, как он работает, серьезно. Возможно, там какой-то датчик есть. Алло. Здравствуйте. Ну, всегда надо сперва поздороваться. Это Густобров. Густобров, вас беспокоит из деревни Кужлевку. Говорит Валерий Потихонченков, председатель колхоза. Ваша недавняя публикация полностью подтвердилась. Просим срочно приехать. Ну, так сразу нельзя орать, потому что подумают, что мы куку. Надо аккуратненько, аккуратненько. Скажите, пожалуйста, вы видели что-то в небе? Да, в небе. Вот оно передо мной, прям в небе. Мы с командой товарищем удалось установить непосредственный контакт с инопланетянами. Просим срочно приехать, подготовить фототехнику, а желательно кинотехнику. Нет, вот это вот не надо. Вот фотография, публицистика, это не нужно. Просто приезжайте. Так, Кужлевка, все понял. Надеюсь, это не розыгрыш. Буду завтра. Всего доброго. А можно сегодня? До завтра мы можем не дожить. Нам КГБ приедут, нас в суд свяжут всех. Завтра, значит? Ага. Ну, поживем, увидим. Окей. Как воспитал? Так Граждане, и воспитал, нормально всё. всех лишних людей просим освободить помещение. Сейчас сюда прибудет господин Сероштанов. Кто? Какой нахрен Сероштанов? У нас нет лишних людей так-то. Ну, может, Клим? Так, представитель закона, будьте добры представиться по форме. А ты кто такой? Лейтенант, участковый уполномоченный. И соизвольте не перескакивать с одного на другое, когда с вами старший диалог ведет. Ты кто такой, слышишь? Зумер. Че ты там? Ты мне корки свои покажи. Мне корочки да, граждане, покажи. сейчас всем придется разойтись. Мне корочки покажи. Валерий Михайлович инвалид. Хотя бы ему не устраивайте лишних приключений. Председатель пусть останется. Конфеты оставьте. Вот почему на образ мы неплохо сидим. сыграет. Какой еще образ? Положительный образ руководства, конфетки, дети, все дела. Детей тоже можно оставить. Посимпатичнее отберите кого-нибудь. И не подумаем мы никого отбирать. Ребят, пойдемте. Михалыч, мы, если что, рядом. Это эти, что ли? Съемочная Участок группа по периметру какая-то? оцепите. Никого не впускать. Походу, съемочная группа какая-то. Сейчас кино будут снимать. Я что хотел сказать? Я понял, почему я сижу. Я же раненый в спину. А спина... Ранение в спину? А что ты выключил-то? Включи. Ой, люди в черном. Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте, люди. А вы-то кто такие все? Вы что приперлись-то сюда? А что вы все одинаковые такие? Что происходит? Вы что все приперлись сюда? И жена Валерия Михайловича в первым части на место превратилась в корабль происшествия прибыл двойников. участковый Белов. Так точно. Моментально оцепили периметр, оказали пострадавшим первую помощь. Ночью раздался звонок. Я, собственно, первым прибыл на место встречи, где до меня уже находился бывший, получается, председатель колхоза товарищ Потихонченков. Организовали медицинскую помощь, подвезли несколько автобусов с военнослужащими из ближайшей части. Как видите, кроме этого дома все целы. Ребята-спасатели также очень оперативно сработали. В кратчайшие сроки восстановили фасады пострадавших домов. Каковы ваши дальнейшие планы? Дальнейшие планы далеко идущие и многообещающие. Организуем вокруг тарелки международный коммерческий центр, откроем гостиничный комплекс для туристов. Но тут, конечно же, в первую очередь нужен приказ сверху. Поэтому в ближайшее время ожидаем визит со стороны высшего руководства Российской Федерации. Как мы понимаем, пилоты летательного аппарата пока еще не планируют покидать его пределы. Наш аналитический центр связывает это с тем, что граждане-инопланетяне готовы беседовать исключительно с Борисом Николаевичем лично, в чем мы их, собственно, полностью поддерживаем. Слово предоставляется простому сельскому учителю, в числе первых бросившемуся к дому председателя колхоза в ночь столкновения. Ну, хочу сказать, что, глядя на весь этот бардак, который творится в стране,
Предлагаемые господином Сироштановым меры я полностью поддерживаю. Хотелось бы чаще видеть такие здравые предложения со стороны чиновничества нашего молодого государства. Очевидно, будущее за либеральным подходом, коммерциализацией, приватизацией и рационализацией по западному образцу. Так что нам остается только поблагодарить наших инопланетных коллег за шоковую терапию, которую они устроили нашей Кужлёвке. Думаю, выстроенный господином Сироштановым туристический вектор развития Кужлёвской зоны найдет горячую поддержку среди наших гостей. Обратимся к Валерию Михайловичу Потихонченкову, первому достоверно установленному контактеру с планеты Земля. Это я. Короче, я объясняю, я увидел, это нагнали актеров один в один похожих на нас. То есть оставили только меня, возможно, и детей. А этих всех, это двойников, там снизу что-то было написано, что типа двойников приведите. Там быстро это промелькнуло. Это правительство заметает следы, типа не подпускают в объектив этих контактирующих уже. Так. Блин, это получается подыграть им или не подыгрывать? Совесть-то надо иметь. Я этих людей вообще впервые вижу. Кто это такие? Сироштанов, я-то тебя за человека считал. А вы ж продажные, а не журналисты. Ну, да, в общем и целом так все и было. Благодарю за своевременную помощь. Ждем товарища Ельцина что-то сказать. Нет, я за правду. Я за правду. Вы хотите, а я за правду. Совесть-то надо иметь. Я этих людей вообще впервые вижу. Кто этот хрен? Какой сельский учитель? А это что за участковый? Сироштанов, я-то тебя за человека раньше считал. Ни пяди колхозной земли тебе не достанется, понял? Я уже вижу, что тут происходит. Люди чудо увидели, а он вон как извернулся. Шлюхи вы продажные, а не журналисты. Что, мы управы, что ли, на вас всех не найдем? Так, понятно. Короче, запись стирай. Дед испортил всю запись, короче. Слышь, Петров, скомандуй другого инвалида завести. Я Я-то думал, слышу. ты, Михалыч, не совсем дурак. Посговорчивее будешь. Ну, что теперь уж. Давайте, быстрее, мне через час с Москвы звонить будут. Подождите. Так это что, правда? Вы на самом деле устроили тут потемкинскую деревню? И тарелка не настоящая? Не шуми, журналюга. Тебе за такой сюжетец отвалят как надо. Фиг его знает, что за тарелка. Может, сами из 2 цистерн сварили. Да хер его знает, неважно. Давайте, работаем. Нет, то есть как это работаем? У меня есть своя журналистская репутация вообще-то. Витька, ломай камеру. Так, массовки деньги раздайте. С каждого подписку о неразглашении. А с тобой, Михалыч, мы еще поговорим. Притом люди подъедут очень серьезные. Слышь, иди отсюда, я бывалый военный, так что я тебе сам нахреначу. Все, поехали. Не, ну я считаю, я правильно поступил. Во-первых, я не подставил репортера. Весь этот цирк с двойниками. Ты, Михалыч, поступил так, как и полагалось коммунисту. Я тебе прямо скажу. Горжусь. Ты знай, ни я, ни Степка, ни мужики с деревни тебя в обед не дадут. Отстоим. А может, нам и они помогут. А? Поможете? Молчат. Короче, о чем это я? Я понял, почему я постоянно сижу. Я же после войны, и выстрел в спину был из снайпера. А в спину выстрел, это, как правило, все-таки, стреляют либо в органы. Но учитывая, что я живой, вряд ли в органы. Возможно, повредили спинной мозг. То есть, либо куда-то в район крестца, либо куда-то в поясницу, либо в шейный отдел, либо в позвоночник попала пуля. А это, как правило, паралич. Ну, как минимум, частичный паралич. То есть, поэтому мы постоянно сидим в кресле. То есть, это как-то так работает. Кстати, 2 часа уже прошло, практически. Я думаю, мы эту главу закончим, да? Ну, смотри, мы прошли 3 игры, на самом деле. Да, закрывайся. Ну,
помогут, не сомневайся, добро им не чуждо. Я думаю, нам помогут инопланетяне. Я думаю, помогут. Только на их доброту и надеюсь. Каких же они тут дел могут наворотить, а? Страшно мне, Михалыч. Как бы что ни вышло. Ну что, по одной на боковую. Что день грядущий нам готовит. Что-то, пацаны, закуска у вас такая себе. Хлебушек и огурчик. Огурчик причем свежий. Огурчик должен быть соленый. Здорово, Сэмпер, здорово. Я в омлете увидел, у него стрим, решил зайти на YouTube. Красавчик, красавчик, это хорошо. Да, не забывайте, на YouTube подписываемся, лайкаем, комментируем, видосики смотрим. Видосов уже 1 миллион на канале, поэтому смотрим, приглашаем друзей, подруг. А то YouTube сам не двигает, поэтому приходится вот так вот выпрашивать лайки, дайте мне лайки, дайте мне репосты и комменты и подписки. Я даже не прошу донатить мне, потому что, ну, пока рано еще, не за что. Хотя канал уже 2 года, он не растет вообще никак. Я служил, да. Короче, первое место решил отдать коллекционерное издание кому-то другому. Чё? Это, короче, игруха называется Кужлевка. Она завтра выйдет в Стиме. Эта игра выйдет завтра в Стиме, поэтому кому она понравится, мы ее всю сегодня проходить не будем. Я думаю, скоро уже заканчивать будем. Поэтому покупайте в Стиме. Еще в EGS она выйдет, потом в ВК Лайфе, в ВК Play она выйдет. Игрушка прикольная. Я люблю такие игры. Во-первых, она не сумбурная. Тут нет ничего такого сумбурного, где нужен какой-то экшон, знаешь. Плюс есть какие-то небольшие интересные загадочки, плюс есть диалоги. Причем диалоги проработанные и классно озвученные. То есть тут есть проработанный сюжет прикольный. Ты сам позитивный модератор? Ну да. Ты давай, модератор, тащи сюда людей. ВК Play, издатель по странам СНГ. Это вообще игра от русских разработчиков. То есть наша русская компания сделала эту игру, ну, с переводами на другие, конечно, языки, но вообще издатели наши русские. Вот завтра эта игра выходит, мне ключик подарили, сказали там. Ну, многим, конечно, дали ключик, ну вот. CS2 уже же есть, что его ждать-то? Вот. Здесь в озвучке к этой игре принимали участие очень много знаменитых людей, которые озвучивали Ведьмака, озвучивали Fallout, озвучивали, ну, я говорю, там, God of War, еще какие... Я список весь не помню, но, тем не менее, это именно голоса тех людей, которых мы привыкли слышать и слушать, и играть в эти игры. Ну, так красивее, я оставлю это, так прикольно. Звездочки летают красиво. Ладно, давай уже бахнем, давай, а то у тебя уже рука, наверное, дергается держать рюмку. Но это не рюмка, это, блин, стопка. Рюмочка это вот, а стопка это вот стопка. Че, наверное, наверное, будем заканчивать. Чтобы... 5-й акт. 5-й акт. Да есть CS2 уже. Ну, во всяком случае, у меня есть доступ к ней, но я не играл. Это что? Это опять флешбеки, да? А можно как-то посмотреть? Главрыба. Это обырвалк. Кто не знает, вот. Валер, не будь разявой. Да, это, я так понимаю, это флешбеки про маму. То есть это, скорее всего, мама. Подожди, я разговариваю, мать, подожди, я с людьми общаюсь. Мы идем в обувной магазин, я уже вижу обувной магазин. А там главрыба, вот слева, вот там слева главрыба. Кто не знает, это обырвалк. Это «Собачье сердце» книга. Это книга «Собачье сердце». Там собака после пересадки человечества. Ну, там после того, как... Как его звали-то? Профессор, это доктора, я уже забыл в «Собачьем сердце»-то как было. Блин, как его, доктор? Короче, там пересадили «Собачье сердце» мужику, и он ходил... Точно, Преображенский. И он ходил там, обрывал. Вот главрыба, он все, что умел говорить. Вот как-то так. Короче, блин. Я даже не знаю, что сделать. Смотрите, 1, 2, 3. Так, вот это 5-я глава. Осталось 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Короче, да, мы где-то треть игры прошли.
прошли треть игры. Тут на самом деле очень много. Очень много. Можно перепройти моментов. Я на самом деле предлагаю попробовать перепройти вот здесь вот достижения. А как это вот сделать? А как? Вот как вот перепройти вот именно этот момент? И, наверное, заканчивать. Потому что точно в нем же есть вариативность. Да. Вот, например, прибытие. Вот что вот я здесь не выполнил в прибытии? Ну это мы выбирали. То есть кого запустить в тарелку. Давайте чисто попробовать, как это работает. Перепройдите этот фрагмент, чтобы открыть информацию. А как перепройти-то? Вон где кнопка. Это полностью фрагмент. Я, думал... Знаешь, в чем прикол? Я думал, можно пройти каждый вот этот момент. Все, уже скинулось, да? Блин, ну давай попробуем пройти. Там же надо все заново, да? А как? Почему он не выбирает? Ладно, я сейчас не буду перепроходить. Я оставлю вот это, чтобы музыка была. Короче, я скажу так, игрушка мне очень понравилась. Я люблю такие игры. Вы сами знаете, всякую вот эту индюшатину очень люблю, поэтому я скажу сразу. Вряд ли я буду еще стрим делать по этой игре. Скорее всего, я допилю эту игру видосами. Хотя это не точно. Давайте так. Что там 4-й сезон? Да, игра рассчитана на повторное прохождение. Короче, смотрите, давайте так. Либо мы в пятницу еще стримим эту игрулю, либо я добью эту игру видосами. Я завтра сделаю в сообществе на YouTube, короче, опрос и посмотрим. Если опрос даст результат, я с утра сделаю опрос до вечера. Если опрос будет положителен, то все, давайте, да, наверное, будем заканчивать и решим уже завтра. Завтра выйдет очередная пила, а в пятницу посмотрим, либо выйдет с Кирой и Йошигайкой, это прикольно, вот, а завтра, в пятницу выйдет либо снова это уже видосиком, либо застримим. Поэтому вот, всем спасибо, кто был, всех новичкам очень был рад увидеть, спасибо за подписочки, спасибо за лайки, за все. Завтра, да, выйдет пила, все как обычно, в 4 часа по Москве, видосики, и поэтому, кому понравилось, ставьте лайки, кому не понравилось, ставьте дизлайки, комментируйте, смотрите видосы, видосов много, зовите друзей, репосты делайте, буду рад всем новеньким, стареньким. Все, ребят, с вами, как говорится, был Бояра. Всем спокойной ночи. Игра Кужлевка. Покупайте, завтра выходит она в Стиме. Покупайте, играйте, наслаждайтесь и поддерживайте отечественных производителей игр. Все, давайте, всем спокойной ночи. С вами был Бояра, Каналья и пока-пока.